Доброе утро, моралисты! Добрый день, грешники, и добрый вечер, святоши, которые, кстати, время от времени втайне смотрят порнуху. Сегодня у нас будет сложный разговор про добро и зло. Кто прав, кто виноват, и главное, почему все эти разговоры о добре и зле – это полная фигня, если смотреть на это все с правильной табуретки. Вот смотрите. Добро это когда ты бабушку перевел через дорогу, котенка достал с высокой ветки или из лужи, не убивал, не крал, не желал ближнего своего. Особенно если ближний – это твой Кент, и у него молодая красивая жена. Все это добро. А зло это ударить слабого по лицу, украсть последнее, ограбить кого-нибудь, смотреть на страдания других и думать: ну, это все не мои проблемы. Все это зло. И все это на самом деле вовсе не сложно. Для разумного человека это вообще все элементарно, как дважды два. Как не совать пальцы в розетку, чтобы тебя не ударило током. Как не жрать на ночь, чтобы не стать толстым. Все религии мира на одном уровне говорят одно и то же. Будь человеком. Твори добро. Не будь мудаком. И, казалось бы, живи и радуйся. Но нет. Приходят умные дяди, либо тети и говорят: а вы знаете, что добра и зла вовсе не существует. Все это условности, все это просто социальные конструкты. И с точки зрения абсолюта все едино. У господина всегда все едино. И знаете что? Они правы. С точки зрения Бога, Вселенной, Абсолюта, Дао, Брахмана и прочей всякой высокой материи нет никакого добра, нет никакого зла. Нет плохих, нет хороших, есть просто души, которые проходят разные жизненные уроки. Убийцы и святой одинаково любимы Господом. Гитлер и мать Тереза – это просто разные грани одного алмаза. Вы и ваш враг – это одно и то же сознание, просто в других скафандрах. Красиво, правда? Мудро, глубоко, духовно. А знаете, что происходит, когда эта мудрость попадает в руки идиота или какого-нибудь мудака? Ах, что вы, добра и зла не существует? Значит, можно делать все, творить всякую дичь. А Бог все простит. Я могу делать все, что захочу. Ведь нету ни хороших, ни плохих. Но вот что странно. Почему меня бесит сосед, который сверлит в 8 утра мне голову, причем в воскресенье? И вот оно. Ловушка для духовных идиотов. Они слышат: нет добра, нет зла, и думают, что можно расслабиться. А на самом деле за все поступки придется отвечать. Хотите вы этого или нет. И у всего есть причина и следствие, а также обязательно будут последствия. Абсолютно у любого вашего поступка, абсолютно у любого события. В жизни человека есть как минимум 2 уровня из 8 возможных, как 2 этажа в одном небоскребе. Первый этаж – он для жизни. Там работает закон. Добро – это хорошо, а зло – это плохо. Дуально, линейно, по-простенькому. Там бабушку нужно перевести через дорогу, там котят нужно спасать, там по морде нельзя бить без повода. Там есть последствия, там есть причины и следствия. Если ты живешь на 1 этаже и ведешь себя как свинья, то тебе обязательно прилетит. Рано или поздно. Карма, закон причины и следствия, бумеранг. Называйте это как хотите. А второй этаж, он
для мудрости, он для ума, он для разумности. Там с высоты высокого полета действительно все едино. Там Бог смотрит на убийцу и святого абсолютно одинаково и видит просто две светящиеся души. Там нет никаких оценок, там нет никакого осуждения, там есть только тишина и покой. Но пока лично вы не Бог, вы не можете находиться в позиции просто наблюдателя. Если вы видите зло и не остановили его, оно к вам обязательно вернется. Если вы смотрели и не предотвратили это зло, если вы смотрели и никому не помогли, не проявили свое милосердие, не проявили сострадание, вам тоже обязательно прилетит. Вы не можете оставаться просто в стороне, потому что рано или поздно вы попадете в точно такую же ситуацию, в точно такое же событие, где к вам будут относиться точно так же, как поступаете вы. И вот главный секрет, который почему-то никогда никто не рассказывает. Просветление – это никакой не выбор между этажами. Просветление – это умение жить на обоих этажах этого небоскреба, причем одновременно. Вот смотрите, в одной руке у меня знание, что добра и зла не существует, а в другой у меня знание, что зло – это такая штука, за которую обязательно придется отвечать. И как с этим жить? Ты действуешь на первом этаже так, словно добро и зло – абсолюты. Все очень серьезно, все очень важно. Ты отвечаешь за свои собственные поступки, причем всегда. И вот в чем правда. Хочешь ты или не хочешь, ты всегда несешь ответственность. Выбираешь ли ты добро или выбираешь ли ты зло, все зависит исключительно только от твоего собственного выбора. И этот выбор прост. Проснешься ли ты завтра с улыбкой или с чувством, что ты – это говно? Совесть никто не отменял. И одновременно с этим ты помнишь, что на втором этаже все едино. Ты не осуждаешь, ты не оцениваешь, ты не вешаешь ярлыки на других людей. Ты видишь в любом, абсолютно в каждом человеке, даже в самом конченном ублюдке, просто заблудшую душу. И это вовсе не сложно. Это как жонглировать между двумя табуретками. Хочешь, посадил свою попку на одну табуретку, а хочешь на другую. Но вот в чем правда. Одной попой на двух табуретках не усидеть. И выбор всегда за тобой. И выбирать придется. Даже если ты не хочешь, жизнь тебя обязательно заставит. И на самом деле понимание добра и зла – это просто. Это как любить врага точно так же, как самого близкого человека. И при этом не давать ему бить себя по лицу. Ведь именно это и значит быть. Быть настоящим человеком. А знаете, какой самый страшный вопрос? Тот, от которого хочется убежать. Убежать в соцсети, залипнуть в каком-то сериале, нажраться, набухаться или просто уйти в нирвану. Этот вопрос звучит очень просто. И этот вопрос всегда к самому себе. Что выбираешь ты? Не кто-то, не где-то, не как-то, не политики, не соседи. Не твои друзья, не какие-то учителя и гуру, не просветленные мастера, которые говорят красиво, а живут как попало. А именно ты. Сегодня. Здесь. Прямо сейчас.
в этой самой ситуации. Прямо сейчас, когда ты слушаешь мой монолог. Что выбираешь ты? И не важно, что ты выбирал вчера. И не важно, что ты натворил где-то там 10 или 20 лет назад. И не важно даже, сколько раз ты сам себе что-то обещал и не сделал. В любой момент. Важно только одно. Что выбираешь ты. И вот в чем правда. Правда в том, что прямо сейчас ты можешь выбирать заново. Слышишь меня, мой дорогой зритель? Прямо сейчас. Прямо сейчас, пока я выступаю, пока вы залипаете в телефоне или в компьютере на этот монолог, вы можете выбрать добро или зло. Выбрать до того момента, пока ваша жизнь просто не пролетела мимо вас. И все это не просто слова. Потому что на самом деле все это важно. Важно, что на самом деле прямо сейчас находится в твоих руках. Важно, что на самом деле прямо сейчас происходит в твоей голове, в твоем сердце. Милосердный, сострадательный, добрый ли ты человек? И не потому, что так кому-то нужно. И не потому, что если ты будешь нехорошим, тебя за это накажут. А потому что на самом деле, если ты настоящий человек и у тебя есть совесть, иначе просто никак. Потому что Бог не сидит на облаке с блокнотом и не записывает никакие наши грехи. Потому что Бог – это голос внутри, который тихо всегда шепчет: «Ну давай, ты сможешь». Выбирай правильный путь, потому что в этот раз ты не споткнешься. У тебя обязательно все получится. Ну, а если не получается, то ничего страшного. Всегда есть завтра. Всегда есть настоящее прямо сейчас. И всегда есть выбор. Твой личный выбор. И никогда не поздно стать нормальным, настоящим человеком с совестью. Будь милосердным и твори добро. Быть настоящим человеком никогда не поздно. Чтобы понять, что зло нехорошо, а хорошо добро, осознанным, разумным людям ведь несложно. Нет ни добра, ни зла, нет добрых или злых. И правы те, кто говорят, что нет плохих или хороших. Все люди сами выбирают в этой жизни, кем им быть. И этот выбор может оказаться очень сложным. Спроси себя, что выбираешь ты. Ведь не бывает рано или поздно. И что бы в прошлом ты не совершил, творить хорошие дела всегда возможно. Так что, дорогие мои зрители и слушатели, напишите мне там в комментариях, что выбираете вы. Быть настоящим, разумным, добрым человеком и жить по совести, или быть мудаком. Смотреть на тех, кто совершает какую-то дичь, и молчать, бояться, и не участвовать в том, чтобы остановить это зло. Что вы выбираете? Быть настоящим или никаким? Напишите мне там в комментариях. Хочу почитать.